Многие люди привыкли думать, что Бали это вот это или вот это. И да, здесь это тоже все есть. И сегодня я вам покажу другую сторону острова. Вулканы, скрытые от глаз районы, подводный мир, а еще балийцы, их церемонии и восток Бали, до которого почему-то никто не доезжает. И для вас Бали откроется совершенно по-другому. Вы смотрите вторую часть моего фильма про Бали. В первом же фильме мы кратко показали популярные районы и почти сразу уехали с туристических маршрутов. Взяли кампервэн и отправились на север Бали. Искали водопады, о которых почти никто не говорит. Просыпались у горных озер. Жили в бамбуковом отеле посреди природы. И даже успели застрять на пляже. Показали моего друга, которого укусила ядовитая змея, и как это полностью изменило его жизнь. Мы видели дельфинов на рассвете и плавали с ними под водой. Все это и не только обязательно посмотрите в первом фильме после просмотра этого выпуска, чтобы у вас была полная картина, как нужно приезжать на Бали, чтобы остров, как говорится, вас принял. А теперь пора приоткрыть афишу того, что же будет в этом фильме. Первыми я познакомлю вас с балийцами. Вы узнаете, почему у них почти каждый день церемонии, так много праздников, духов и шокирующих обрядов. После поедем к сердцу острова, к действующему вулкану, который затопил лавой целые деревни. Прогуляемся по кромке и встретим рассвет. Следом покажу мой любимый и пока не популярный район среди рисовых полей. Также раскрою координаты девственного пляжа, как с рекламы Баунти, где пока нет толп людей и где готовят вкуснейшую рыбу на Бали. Зафиналим все на самом востоке острова, где спрятана жемчужина Бали, его подводный мир. Там я познакомлю вас с людьми, которые добровольно перестают дышать. Вы узнаете разницу между снорклингом, дайвингом и фридайвингом. Лично я рискну и попробую установить свой рекорд. Нырнуть на глубину, равную 10-этажному дому, на одном вдохе. Получится это или нет, вы узнаете в конце фильма. Бали гораздо больше, чем многие привыкли видеть. Я живу на острове уже 7-й год и хочу вам подарить свой опыт жизни на этом острове. Поэтому садитесь поудобнее, в идеале включайте большой экран и приятного погружения. Мы начинаем. В прошлом выпуске мы закончили с севером, и теперь я хочу вас познакомить с достопримечательностью Бали, которая не имеет локации, но которую видят абсолютно все. Но мало кто погружается глубоко. И сейчас речь пойдет о балийцах. Индонезия – самая большая мусульманская страна в мире. Здесь живет больше 230 миллионов мусульман. Но как получилось, что посреди этой страны остался остров, где все по-другому? Попробуем разобраться в уроке истории. Еще с 1 века нашей эры в Индонезию приходят индуизм и буддизм, проникая сюда вместе с торговыми путями из Индии и Китая. Эти учения переплетаются с местными анимистическими верованиями, создавая уникальный духовный синтез. А уже с 7 века в Индонезии появляются мусульманские купцы из арабского халифата, Персии и Индии. В 15 веке происходит падение последнего царства Маджапахит на Яве. Ислам становится главной религией архипелага, а индуизм окончательно уходит на восток Явы и Бали. Через век на берегах появляются португальцы. А еще через 100 лет за торговлю и влияние начинают бороться голландцы. В 19 веке балийцы активно воюют с ними, чтобы обрести независимость. Пока не наступает Вторая мировая война, в период которой остров оккупируют японцы. А в 1945 году происходит независимость Индонезии. И уже в 1950 году Бали официально становится ее частью. Но дух острова так и остался непокоренным. Здесь до сих пор живет балийский индуизм, смесь древнего индуизма и веры в духов природы, предков и баланс между мирами богов, людей и духов. Балийцы – самые искренние и позитивные люди, которых я встречал за все время путешествий по Азии. С ними легко.
можно заговорить где угодно. Наверное, поэтому здесь чувствуешь себя как дома. На мой взгляд, только здесь местные искренне тебе улыбаются и искренне тебе рады. Нигде, ни в одной стране в Азии я такого не чувствую. Везде как будто бы есть задняя мысль. Балийцы очень легки на общение и всегда при встрече любят задавать один и тот же вопрос. Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? The people... Это просто люди хотят узнать, куда ты идешь. И у меня всегда это вызывало вопрос. Почему балийцам нужно знать, куда я иду, и почему это задает каждый? Это на самом деле не значит, что они реально хотят знать, куда ты идешь. Это как просто приветствие. Доброе утро, как дела, куда идешь? Это нормально у нас, все так спрашивают друг друга. Что-то похожее было в выпуске про Шри-Ланку, но там задавали другой вопрос. You're from? Where are you from? Where are you from? You're from? Where are you from, sir? Бали – остров контрастов. Природа, культура, религия – все разное. А вот с именами не сложилось. На почти 5 миллионов балийцев всего 7 имен. И они зависят от порядка рождения. Первенцам дают имена. Wayan, Putu, Вторые дети – это... Kadek. Madi, Когда в семье рождается третий ребенок, то его называют... Koman. Nyoman. И самый редкий – четвертый. Kotot. Но вы меня сейчас спросите, а если родится пятый ребенок, то как же его назовут? И тут все просто. Wayan, Putu, Kadek. Madi, Koman. Nyoman. Kotot. Следующий интересный факт. Балийцы верят в реинкарнацию. И мой друг Кадек сейчас об этом расскажет. Когда рождается ребенок, после третьего дня мы идем к хиллеру, чтобы узнать, чья душа пришла в этот мир. У меня такой же характер, как и у моего прадедушки. И еще на спине у меня есть родимое пятно, такое же, как у моего прадедушки. Магия балийцев начинается не с больших ритуалов, о них я тоже расскажу дальше. А вот с таких коробочек, которые они используют каждый день. Эти маленькие корзинки из пальмовых листьев называют подношениями или чанангсари. Каждое утро женщины с любовью раскладывают их у входа в дом или на дороге. Так они благодарят богов, духов и саму жизнь за защиту, удачу и гармонию. В каждом подношении немного риса, цветов и благовоний. Так Бали каждый день заново благодарит жизнь. Дым от ароматных палочек – это проводник между людьми и богами. Считается, что он переносит молитвы в небесный мир и очищает пространство вокруг. Моя рекомендация – это обязательно прогуляться по улицам Бали по утру. Подношения бывают практически везде, что тебя окружает. Здесь даже у байков и машин есть свои подношения, чтобы дорога была безопасной, а техника служила долго. Мы делаем церемонии для машин и мототехники для выражения уважения Богу, потому что это все Он создал для нас, для людей. Так машины, мотоциклы каждый день служат и помогают людям. Если вы приедете на Бали даже на пару недель, вы почти гарантированно станете свидетелем какой-нибудь церемонии. Будь то маленькое утреннее подношение с благовониями или масштабная процессия с музыкой, молитвами и священниками. На острове проводится более 60 крупных религиозных праздников в год и сотни, а то и тысячи локальных и семейных церемоний. Потому что церемонии – это сердце Бали. Ради них балийцы готовы тратить много денег. Как минимум 40% от дохода мы тратим на церемонии и ритуалы. Мы никогда не думаем о деньгах. Деньги – это, конечно, важно, но когда у нас церемонии, главное – это уважение и благодарность Богу. Ведь Он всегда дает нам лучшее, и мы хотим ответить тем же. А теперь давайте я покажу вам разные виды церемоний. От семейных до масштаба всего острова, который я полгода снимал для вас. Но сначала нам нужно немножко изменить наш наряд. Это обязательное условие церемоний. Om Swastiastu. Первое, с чего хочу начать, это личные или семейные церемонии. Новорождение, свадьба, кремация, подрезание зубов. Ее покажу позже. Проводятся такие церемонии в домашних храмах. Вот, например, храм, который построил мой друг Кадек Види. И в честь этого устроил, конечно же, церемонию, которая называется Karya ngantaglinggih lan mupuk pedagingan lan penyejak gumi. На постройку семейного храма ушло 4 года, и сегодня для Види и его родственников праздник. И я спросил, что значит семейный храм для балийцев. Храм – это как антенна, чтобы наладить связь со Вселенной.
и иметь хороший сигнал с Богом. И чтобы антенна работала, мы закладываем батареи в землю, которые состоят из разных элементов – бронзы, серебра, других металлов и так далее. Для Види честь сделать такой храм, и неважно, сколько он будет стоить. $80 тысяч мы потратили только на храм. Я очень счастлив от этого. Все мои родственники тоже. А теперь хочу вам показать еще одну личную церемонию, которая называется церемония подрезания зубов. Сакральная церемония в жизни балийца, которая символизирует переход от детства к взрослой жизни. Цель церемонии – очистить человека от негативных черт, которые ассоциируются с зубами в балийской культуре. Поэтому процесс подрезки этих зубов символизирует освобождение от этих кармических последствий и духовное очищение. Давайте начнем. Такая жизнь у балийцев. То, что церемония является неотъемлемой частью, даже мне почувствовалось и показалось, что они живут для церемонии, для связи с предками, с духами, с богами, а не для мирской жизни. То есть они больше там, чем здесь. Вот лично мое такое ощущение. И это стоит того, чтобы посмотреть, прожить это и почувствовать, потому что это тоже большая часть Бали. И не видеть это или видеть просто за окном вашего автомобиля, это большое упущение, я бы сказал. После семейных церемоний пора выйти на улицу и увидеть второй уровень. Это церемонии деревни. Проезжая по Бали, вы можете встретить целые шествия красивых и нарядных балийцев. И это значит, что они идут на церемонию в храм. В каждой деревне есть свой главный храм, и это основное место всех локальных событий. Тут, например, шествие в честь обновления или перезарядки храма, которое происходит раз в 20-30 лет и проводится порядка 2 недель. Все население деревни участвует в этом шествии. Признаюсь, такого большого количества нарядов в одной церемонии я не видел ни разу за 6 лет. А шествие растянулось аж на 1 километр. Я был очень рад, что в этот момент я снимал этот выпуск для вас. А сейчас давайте кратко покажу основные атрибуты балийских церемоний. Первое, что вы услышите, это оркестр гамелан. Его металлические переливы слышны издалека, и по ним сразу понятно, где-то рядом идет церемония. Люди одеваются в традиционные костюмы. Мужчины в саронге и белые рубашки, а женщины в кружевные кибаи и яркие пояса. Все выглядит очень торжественно и при этом естественно, как часть жизни. Дороги перекрывают печаланги, это местные дружинники, все под их контролем, и если вы стоите в пробке из-за церемонии, знайте, здесь это нормально. На Бали ничто не важнее церемоний, и все остальное подождет. И таких церемоний бесчисленное множество, и они даже отличаются в разных деревнях. У нас на Бали каждая деревня имеет разную культуру. С виду, конечно, это все похоже друг на друга, но я бы сказал 70% одинаково, а 30% отличается. В центре самого ритуала священнослужитель, манку или педанда. Он проводит молитвы и благословения. У него в руке колокольчик. Его звон – это приглашение для богов. Знак, что люди готовы слушать и быть услышанными. Повсюду стоят вышитые зонтики. Это не просто украшения. Они символизируют защиту от злых духов и всего, что может нарушить гармонию процесса. На алтарях можно увидеть подношения, фрукты, цветы, рис, а в более масштабных церемониях и жертвоприношения животных, уток, цыплят, иногда даже собак. Это часть древних традиций, и, признаюсь, видеть такое непросто. В каждой церемонии обязательно коллективная молитва, и в такие моменты энергия события чувствуется физически, и порой эта энергия отталкивает или наоборот притягивает.
Здесь церемония очищения святынь водой из океана, поэтому балийцы собрались на берегу. Ответственные люди уходят дальше от берега на лодках и опускают бутыль для воды на дно. В это время на берегу все в ожидании. Идут танцы и молитвы. Идет процесс. И складывается ощущение, что балийцы видят и чувствуют гораздо больше, чем обычный современный человек. И все это не просто праздник, а рядовая жизнь Бали. Вот скажите, кто еще так делает, чтобы почти каждый день делать то маленькую церемонию, то большую, то церемонию, которая раз в 35 лет? Балийцы — это просто воплощение духовности на нашей планете. Закончить эпизод про балийцев я хочу третьим уровнем церемоний. Это когда празднуют весь остров. И именно во время этих событий я настоятельно рекомендую посетить Бали. Первый праздник – это Голонган. Проводится один раз в балийский год, то есть каждые 210 дней по нашему календарю. Это один из самых значимых и священных праздников на Бали. Это как у мусульман Рамадан. Мы празднуем победу Дharмы над Адharмой, победу добра над злом. Это самое красивое время на Бали, потому что все балийцы у своего дома изготавливают и ставят пенджоры. Это высокие декоративные бамбуковые столбы, украшенные листьями, цветами и фруктами, которые ставят вдоль дорог. Пенджора – это символ благословения от богов и пожелания процветания. Его наличие означает, что дом или община находится под защитой духов. И поверьте, эта бамбуковая красота придает Бали особенную атмосферу. Считается, что в этот праздник приходят духи предков навестить живой мир, и балийцы посещают все родные места и храмы, перемещаясь по острову в нарядных костюмах. Это очень светлый и красивый праздник. Второй праздник – это Ньепи, или Новый год на Бали. Готовиться к нему начинают за 2 месяца. Обязательный атрибут – это изготовление чучел ого-ого. Подростки делают их из папье-маше, бумаги и клея. Тут абсолютный полет фантазии и ограничение лишь бюджет, поэтому самые богатые деревни могут делать чудища высотой аж в 2 этажа. А в последний день балийского года устраивается парад всех этих чудищ, и каждая деревня старается удивить других своим мастерством и творением. А на следующий день наступает день тишины, когда никто не выходит на улицу, включая туристов. Нельзя включать свет и даже не работает аэропорт. И это единственное место в мире, где такое происходит. Сами балийцы остаются дома и проводят день в молчании, медитации или молитвах. Но давайте про парад. Это главное, что стоит посмотреть. Этот парад символизирует изгнание злых духов и очищение острова перед наступлением Нового года. Главный атрибут – шум, хаос, музыка и огни, ведь это все нужно, чтобы прогнать негативные силы. В шествии участвуют тысячи людей, особенно молодежь, которая несет на плечах огромные чучело. Даже самые юные балийцы делают свои статуи и выходят с ними на улицу. Ого-го уже стал настоящей визитной карточкой Бали. Одну из таких фигур даже представили на легендарном фестивале Burning Man в США. Если будете на Бали, обязательно постарайтесь попасть именно на этот праздник. Для вас это будет не просто событие, а опыт, который невозможно забыть. После парада, в ночь перед Ньепи, чучело сжигают в огромных кострах, символически уничтожая зло и очищая остров перед Новым годом. Такое происходит раз в год, и праздник называется Ньепи. И если вы запомните и приедете сюда, то вы помимо просто Бали еще получите бонусом вагон крутых церемоний. И все это в рамках нескольких дней. И пропустить это невозможно, потому что это происходит просто везде. Добро пожаловать на Бали. А теперь продолжаем наш роуд-трип по Бали, и если вы смотрели первую часть, то мы закончили с вами на северном побережье с дельфинами. И теперь задача доехать до самой восточной части Бали, по пути показав вам еще несколько районов с красивыми локациями. Мы снова поднимаемся в горы, становится прохладнее за считанные минуты, а дорога пролегает через туманы и облака. И первая остановка – это вулкан Батур, самое популярное место для восхождений на Бали. И чуть не забыл, район, в который мы приехали, называется Kintamani.
Вулкан Батур – это активный вулкан в районе Кинтамани. Его высота составляет 1717 метров над уровнем моря. Последнее извержение было в 2000 году, а самые мощные были в 1917, 26 и 64 годах. Их следы вы сейчас видите на экране. Это были мощные потоки лавы, которые уничтожали целые деревни, а местным приходилось переселяться дальше от вулкана. У подножия Батура огромная кальдера. Когда-то это был кратер древнего вулкана, а теперь озеро, окруженное горами. Но Батур и сейчас остается активным. Под землей кипит лава, и именно благодаря ей здесь появляются горячие источники. Земля буквально делится своим теплом. Местные приходят сюда расслабиться, а путешественники, чтобы почувствовать силу вулкана. Перед вами популярный общественный источник с видом на озеро. Но таких мест здесь много в отелях у подножия вулкана. Вода содержит серу, кальций и магний, поэтому считается лечебной. Обязательно проживите этот опыт, когда приедете сюда. Особенно, если вокруг будет стоять прохладная погода. Еще одна локация этого района – это улица Кафе, выстроившихся прямо на краю кальдеры. Главная особенность этих мест – панорамный вид на вулкан Батур. Чтобы привлечь гостей, заведения соревнуются в креативности. Где-то предлагают вид из гамака над пропастью, где-то делают фотозоны прямо на обрыве. Хотя кухня в этом районе пока сильно не дотягивает до уровня Чингу или Убуда. Но виды все компенсируют. Ради них сюда и стоит приехать. Помимо кафе есть и видовые отели. И чтобы вам не искать эти локации и цены, все это, включая горячие источники, я оставлю в гайде. Детали в описании. Здесь выделяются не только кафе. Даже обычный сетевой магазин не отстает от тренда и открыл здесь свое мини-заведение с видом на вулкан. Атмосфера чем-то напоминает мне Фудзи в Японии, где я, кстати, еще не был. Но я готов туда съездить. И не только туда. Если вы, моя аудитория, будете меня в этом поддерживать. Хотя бы на старте. Хотя бы по цене чашечки кофе. Затраты на выпуски огромные, как этот вулкан. Но поверьте, мое желание создавать для вас фильмы еще больше. С вами просто я смогу делать это чаще и расти быстрее. Давайте вместе дойдем до вершин Ютуба. Как это сделать? Бусти, Patreon, кнопка «Спасибо» на Ютубе. Можно помочь разово, можно сделать ежемесячную подписку. Все ссылки будут в описании. А теперь про главный смысл этого вулкана для туристов. Восхождение и встреча рассвета. Самое красивое место для этого – вершина вулкана. Подъем начинается около 3 утра, и через пару часов ты оказываешься над облаками, наблюдая, как солнце медленно поднимается за вулканом Агунг. А при ясной погоде отсюда даже видно соседний остров Ламбок и его вершину Ринджани. Еще одна особенность Батура – это его энергия. Место, где можно буквально почувствовать дыхание вулкана. Температура у кратера выше 80 градусов по Цельсию, и это образует пар. Выглядит просто потрясающе. После рассвета можно пройтись по тонкой кромке кратера. И поверьте, это ощущение захватывает дух. Ты буквально стоишь на краю земли, а вокруг облака, другие вулканы и утреннее солнце. Если вы не любитель хайкинга, то для вас отлично подойдет встретить рассвет в любом кафе у кальдеры. Приехали встречать рассвет. Как видите, встречать есть, а рассвета нет. И даже если туман, то это ненадолго. Главное, это потрясающий вид, вторая половинка, и если вы хотели произвести впечатление, то это место точно для этого подходит. Если в Кинтамани сыро, холодно, туман, дождь, то буквально 1 час на юг, и погода совершенно меняется. Будет солнышко и тот Бали, который все привыкли видеть. Ну а мы едем дальше, и достаточно уже прохладных регионов в моем видео, пора в тепло. И следующий район, который я вам покажу по пути на восток Бали, это Сидеман. Если вам кажется, что Бали стало слишком шумным и туристическим, приезжайте сюда. Это небольшой регион на востоке острова, где все еще сохранился дух старого Бали. Террасные рисовые поля, утренние туманы, медитативная тишина и искренние улыбки местных жителей, которые еще не сильно привыкли к вниманию туристов. Здесь нет шумных баров, серф-спотов и толп туристов. Вместо этого уютные эко-лоджи, тропинки среди рисовых полей, где можно пройтись, не встретив ни одного человека. Шум реки, который отражается от гор, и аромат цветочных полей, а также величественный Агунг на горизонте. Горы здесь ближе,
Природа гуще, а жизнь медленнее. Сидеман — это просто второй Убуд с одним большим отличием. То, что здесь практически нет туристов. Мы человек 20 встретили за весь вечер. И здесь нереально красивые виды. Горы, река посередине идет. В Убуде такого нету. Да и рисовые поля, честно, в Убуде тоже заканчиваются. Поэтому едете на Бали, приезжайте сюда. Здесь настоящий Бали. Пока что он сохранился, наверное, лет на 10-20. Успевайте. Здесь в Сидемане есть один крутейший водопад, который мне напоминает 5-звездочный отель с джакузи. Но это все находится на природе, что стоит по мне намного дороже. И давайте покажу вам, что это такое. Водопад расположен на склоне холма, поэтому к нему нужно немного подняться. Хотя обычно на Бали водопады — это про спуск вниз. Особенность же этого места — это природные бассейны. Вода стекает по гладким каменным ступеням, образуя несколько ванн. В них можно купаться. За этим все, собственно, сюда и едут. Здесь еще есть ванночки, но самая видовая вот эта. Она собирает свою популярность. Прямо с каменной ванны открывается панорамный вид на джунгли. А водопад словно создан для фотографий и видео. А еще в таких местах, ну, просто невероятно наполняешься энергией. Вот посидишь в таком месте минут 5-10 и выйдешь совершенно другим человеком. В этом месте чувствуешь блаженство на фоне природы, особенно когда вокруг никого нет. Но, как всегда я им говорю в своих видео, приходите рано, потому что потом, ну вы поняли. Но это еще не все. Бонусом к этим прекрасным водопадам будет смотровая кафешка, где можно отдохнуть, наполниться, попить кокосика и просто сказать, как жизнь прекрасна. Вот это очень красиво. Сидеман, возможно, последнее место, где еще можно почувствовать настоящий Бали, без фильтров и суеты. Он не для всех, но если вы его поймете, он останется с вами навсегда. Сидеман! Когда ты в путешествии, самое главное — это не локация и не контент. Самое главное — это состояние, которое ты проживаешь в момент путешествия. И я понял одну вещь. Если твоя голова занята вопросами подготовки путешествия, сим-картами, такси в аэропорту или обменом денег, чтобы вас не обманули втридорого, то энергии на локации и красоту совсем не остается. Я вместе с друзьями собрал большой гайд по Бали, куда вложен опыт 7 лет жизни на острове, в котором собрано все необходимое для комфортного и осознанного путешествия. Внутри не просто кафе и рестораны, а реально интересные локации, которые мы лично посетили и отобрали. Бали — это не только пляжи и шезлонги. Здесь сотни способов классно провести время. И активно, и расслабленно. И все это есть в этом гайде. В том числе все локации из моих 2 фильмов про Бали. Отдельный вид — это жилье. Виллы, отели, гестхаусы. В гайде будет целый список проверенных апартов по районам. Всего в гайде больше 120 отелей и кафе, более 100 локаций и активностей, контакты проверенных водителей, гидов и инструкторов. Бонусом – остров Нуса Пенида и часть Явы. И самое главное, в гайде есть калькулятор бюджета. Ты заранее понимаешь, сколько денег брать на 2, 3 или компанию и корректируешь маршрут под себя. А на месте ты просто кайфуешь от карты. Включаешь фильтр, видишь только кафе, водопады или пляжи. Выбрал, построил маршрут, поехал. Гайд работает как приложение и на телефоне, и на компьютере. Он постоянно обновляется, новые места добавляются автоматически. Купил один раз, пользуешься годами. Стоимость гайда как пару походов в кафе. Но он экономит гораздо больше. Это деньги, это время и это, конечно, нервы. Забирай гайд по ссылке в описании. Как же славно идет этот выпуск. Я вот прям кайфую от монтажа этих кадров, и дальше мой мини-дом на колесах едет на побережье, чтобы показать вам еще пару секретных мест, пока мы не доедем до востока Бали. И первое место — это просто обрыв, где мы с Зариной заночуем. Но сейчас вы поймете, почему это стоит внимания. А вот и ответ. Думаю, вам и так видно, что тут просто вау. И комментарии мои будут излишни.
Добавлю одно. Завтра мы пойдем вот на этот пляж, который позади этой скалы. Получается так, что каждый день хотим приехать пораньше на локацию, встретить там закат. Но сегодня прям приехали впритык, ну и погодка немножко такая темная. Но все по классике, честно, campervan классно, но вот разложиться, собраться, приготовить, и вся эта история занимает, ну, просто часы времени, хотя, казалось бы, что тут вроде делать. И я думаю, что 3 ночи мне достаточно. Уже хочется, конечно, в нормальные условия для жизни, но смотря на этот вид, я понимаю, что я готова еще, если будут такие же прекрасные виды. О, офигенно. Совершенно незапланированный дождь, но благо мы успели поесть. Единственная наша работа — это теперь вот так вот воду, набравшуюся воду, убирать. Дождь был неожиданным и сильным, что местные ребята пришли к нам под крышу. Их костер, еда, все промокло. Вообще такие молодые, приходят, отдыхают, проводят время классно. Ну что, еще один день прекрасных приключений на Бали закончился. Надеюсь, вам нравится мой выпуск, и буду рад, если вы напишите об этом комментарий, ведь именно это помогает мне очень сильно расти в Ютубе. Вот, на сегодня все. Спокойной ночи. Хотел я выключить быстрый свет, но не получилось. Получается. Все, ребят. Ну ладно, все, спокойной ночи. Надеюсь, комментарии напишут. Я Ладно, тоже. давай спать. Это наше любимое место для кемпинга на Бали, но, как и любое путешествие, оно когда заканчивается, нам пора двигаться дальше. Поехали. Virgin Beach, что в переводе означает «девственный пляж», это один из самых чистых и спокойных пляжей восточного Бали. Пляж, спрятанный между двух зеленых холмов, с пальмовой рощей и со светлым песком. И в этом его уникальность, потому что почти все соседние пляжи – это черно-серый вулканический песок. Плюсом этого места является то, что вода здесь без течения и больших волн, что является редкостью для всего Бали. Здесь действительно невероятно бирюзовый оттенок воды, особенно при солнце. Также тут есть риф, и можно поплавать с масками под водой. А еще это место посещают в основном те, кто живет на Бали подолгу, и приезжают сюда насладиться прозрачной водой и отсутствием толп туристов. Это некий оазис, спрятанный от глаз. Надеюсь, ребята меня не поругают, что я раскрыл наш маленький секрет. Помимо пляжа тут есть кафе, называется Fisherman, что переводится как «рыбаки». Welcome back. Это кафе знаменито тем, что здесь очень классный пляж, здесь крутой газон, но самое главное, здесь самая вкусная рыба на Бали. Как так выходит? Рыбаки с утра привозят улов, и минуя заморозку, рыба сразу идет в кафе. А после обеда ее уже может и не быть. Моя любимая рыба – это Red Snapper. Если ее нет, то можно брать и White Snapper. Не знаю, как делают эти ребята, но рыба у них в разы вкуснее, чем у соседних кафе на этом же пляже и в целом на всем Бали. Иногда я приезжаю сюда за рыбой, а потом уже отдохнуть на пляже. Для отдыха тут есть место под пальмами на газоне, где мы обычно проводим время, и также можно полежать под зонтиком прямо у воды. И представляете, в один единственный день, когда я приехал с дроном на этот пляж, именно в этот день тут плавали дельфины. Ну что за красота! Сохраняйте локацию и приезжайте. Welcome to Fisherman Cafe.
Камеру мы забираем по очереди. Друзья, вы часто пишете в комментариях про героев, локации, на что я снимаю и сколько стоила поездка. Обо всем этом я рассказываю в своем телеграм-канале. Там можно пообщаться со мной, задать вопросы и взять полезные лайфхаки для ваших путешествий. Также я делюсь там информацией о турах, куда и когда можно со мной поехать. И еще, я провожу закрытые предпоказы фильмов, на которые можно попасть лично. Как говорится, добро пожаловать. Ссылка в описании. После долгой дороги через полуострова мы добрались до восточного края Бали. Туда, где остров выглядит совсем иначе. Здесь горы врезаются в море, а под водой скрывается один из самых насыщенных рифов на всем Бали. На небе закаты сводят с ума, а за всей этой красотой спокойно присматривает величественный Агунг. Я называю этот регион Балийские Гавайи, и называется он... Ahmed! I love Ahmed! Амед — это небольшая деревня с одной улицы вдоль побережья, позади которого Балийские Гавайи. Это вот эти вот горы, которые очень напоминают фотографии из Гавайев. Население занимается в основном рыбным промыслом. Рыбаки каждую ночь уходят в море, а на рассвете приходят с уловом. И вся деревня отправляет эту рыбу в рестораны по всему Бали. Тут это основная деятельность местных жителей. Если вы живете на Бали и думаете, что Амед — это неразвитая история, то я скажу, он развивается. Пока я тут жил и снимал выпуск, я заметил, что здесь сделали хорошую дорогу, открыли фитнес-зал, чего раньше тут сильно не хватало. Стало значительно больше кафе и ресторанов на стиль популярных районов Бали. Даже открыли первый бич-клаб с видом на воду и на вулкан Агунг. По мне, самая закатная точка Амеда — это здесь. 40 лет назад, можно сказать, здесь не было людей. Может быть, 10 иностранцев на весь Амед. Это была настоящая местная деревушка, и не было ресторанов здесь. Ели только рис. И это был настоящий Бали. Амед сейчас активно развивается, и все больше людей начинают выбирать его для жизни. Да здесь вообще классно, здесь нет пробок. Здесь потрясающая природа. Здесь недорогое, видовое, красивое жилье. А сюда доезжают ценители, те, кто знают, здесь спокойная вода, нету сильных волн. Проехать пару километров 5 минут. В Чангу ты бы ехал 1 час. И ты знаешь, жить здесь для нас намного лучше. А сейчас будут неочевидные плюсы для девушек, которые подметила Настя. Красивые мужчины. Не так много девушек, кстати. Вы можете приезжать сюда, и вы будете просто окутаны вниманием, и у вас будет много ухажеров, они научат вас заниматься фридайвингом. Насть, про фридайвинг не торопись, я о нем расскажу чуть позже. А пока давайте спросим, сколько нужно денег, чтобы жить в этой восточной деревне. В целом от $200 можно найти здесь жилье. А я живу за $300 с шикарнейшим видом просто. Наш какой-то такой вайб, здесь питаться 2 раза в день. На 500 можно жить вообще легко. Чем больше денег, тем круче жить. На $1500 один человек может жить достаточно хорошо. А жить тут действительно хорошо. Амед — это место, где день начинается раньше. Восток Бали, первые лучи солнца, тишина и океан. Зацените мою подборку рассветов, ради этого я вставал рано утром. Для меня Амед — это квинтэссенция всего классного, что есть на Бали. Здесь есть Рисовые поля, которые можно увидеть в Убуде. Есть горы вокруг, которые популярны на севере. Есть прекраснейшая вода в виде моря и подводного мира, просто нереального. И, конечно, вулкан Агунг, который здесь ближе всего. И все это находится в одной маленькой деревне. А сейчас я вас свожу на гору, чтобы показать, какие виды открываются сверху. Мы застряли. 2-й раз за этот фильм. И, как всегда, балийцы никогда не пройдут мимо. Я так и знал, что сейчас первые балийцы сразу же помогут. Это было экстремальное приключение, но мы добрались до верха горы.
Больше сюда не поеду, но зато здесь, ну, в принципе, вы сейчас и так сами все увидите. Здесь на вершине красивые инсталляции с видами на гору и на океан. А также здесь наш любимый кемпинг, где мы сегодня и ночуем. Балийцы, конечно, поражают. Они из любого просто места делают какую-то конфетку. Поставят ворота, поставят корзинки, гнезда. Или вот такие платформы на деревьях, благодаря которым это место стало популярным. Вы не спеша карабкаетесь на дерево, подаете руку своей возлюбленной и наслаждаетесь прекрасным видом на вулкан Агунг. Если у вас беда с хореографией и позами, то это не беда. Специально обученный балиец вам поможет и сделает для вас фотографии. Если вам мало одного дерева, то рядом с первым стоит второе. Чуть менее популярное, но не менее красивое. Фишка этого места, которое вы видите сзади, в потрясающем просто виде. И, конечно, это собирает кучу людей, которые приезжают сюда с фотоаппаратами. Нам просто повезло, что мы нашли окошко, когда мы спокойно отснялись. Прошло буквально 5 минут, и следующая партия ребят приехала сюда. И их очень много, особенно на закате. Но это еще не все. Вот почему здесь никого нет? Прекрасное же место, ребят. 0 и целая толпа людей. Закончить выставку балийского рукоделия я хочу еще одной локации. Это балийские ворота с видом на вулкан Агунг. Yes, look each other. Hold on. 1, 2, 3. Yes, nice. 2, 3. Ну вот такие вещи делает этот парень, который вот так вот сидел. Hey, bro. Hello. Вот это, ребята, настоящий Бали, который недоступен большинству людей. Просто потому, что они не знают, как сюда добраться. Офигенно. Устала? Хочешь спать? Да, я уже сплю. Сплю. Вот самый разговорчивый персонаж в моем влоге. Надеюсь, она раскроется при вашей поддержке. Пока будем спать, вы посмотрите звездное небо, которое я поставлю сейчас снимать. Надеюсь, у меня получится. Надеюсь, вы успели насладиться красивым видом. Потому что мы допиваем чай, приветствуем солнце, прощаемся с нашими соседями по кемпу и едем снимать для вас продолжение Амеда. Я познакомил вас с Амедом, но не показал его жемчужину, то, что скрыто под водой. Если первая часть населения Амеда связана с рыбным промыслом, то вторая часть активно связана с туризмом подводного мира. Снорклинг, рыбалка и дайвинг. Самое притягательное в Амеде — это его подводный мир. Он состоит из снорклинга, дайвинга и фридайвинга. И давайте я обо всем вам расскажу. Снорклинг, дайвинг и фридайвинг – это разные виды подводной деятельности, отличающиеся оборудованием и требованиями к физической подготовке. Начнем со снорклинга. Снорклинг проводится у поверхности воды с помощью маски, трубки или сноркеля и ласт. Не требует специальной подготовки или сложного оборудования. Позволяет наблюдать за морской жизнью, оставаясь на поверхности.
смотреть на рыбок, на кораллы и на черепашек. В Амеде красивейшие рифы, и можно нанять лодку, которая провезет вас по нескольким локациям. Следующее это дайвинг. В Амеде каждое утро группы туристов едут на погружение. Вы можете их увидеть вот в таких машинках. Дайвинг – это погружение с аквалангом, которое обеспечивает возможность дыхания под водой, позволяет погружаться на значительные глубины и оставаться под водой длительное время, требует специального обучения и сертификации. Лично я пошел дальше, и мое увлечение — это фридайвинг. И давайте сейчас я вас познакомлю с этой стихией поглубже. Фридайвинг – это погружение без акваланга, где дышат до начала погружения, а затем ныряют на задержке дыхания. Это самый кайф, я считаю, потому что это действительно полная свобода движений, свобода от каких-либо девайсов. Фридайвинг — это намного больше, чем просто спорт. Это способ найти себя или вернуться к себе настоящему. По снаряжению минимально требуется маска и трубка, как в снорклинге, а также ласты. Правда, они будут чуть длиннее. Логично, да, то, что ими можно делать меньше. Меньше телодвижений и уходить глубже и дальше. Фридайвинг кажется чем-то новым и современным, но человек нырял на задержке дыхания задолго до появления баллонов и рекордов. Еще в древности люди уходили под воду за губками и ракушками. Об этом писали Гомер и Геродот. В Японии и Корее женщины-ныряльщицы Ама и Ханеё делают это веками. Некоторые до сих пор. Со временем люди начали задаваться вопросом, насколько глубоко вообще может нырнуть человек, задержав дыхание. В 20 веке фридайвинг перестал быть просто ремеслом и стал осознанной практикой, а затем официальным видом спорта с рекордами и правилами. Но суть фридайвинга не в рекордах. Один вдох и честный разговор с собой и глубиной. И если кажется, что фридайвинг это только спорт, на самом деле это гораздо глубже. Я человек, который очень много живет в голове, и я всегда в напряжении в каком-то живу. Я проходила практики различные, я там какие-то ретриты, что-то пробовала. Расслабиться реально у меня получилось в месте, которое всю жизнь вызывало у меня дикий страх в этом океане. Когда ты спускаешься в свой страх, на глубину, и потом смотришь наверх и видишь, как поверхность, люди находятся на высоте, либо глубине пятиэтажного дома, то это одновременно и пугает, и восхищает. Это просто непередаваемое ощущение. Вот что значит пойти в свой страх и найти там свой смысл. А теперь хочу показать на примере Зарины, как проходит обучение фридайвингу. Я пришла учиться фридайвингу, чтобы познать возможности своего тела и глубокого расслабления, потому что я вижу, как Эльдар ныряет, каким он выходит из воды, как он от этого кайфует. Ну, по секрету вам скажу, мне на самом деле нужен оператор подводный, который всегда со мной. Фридайвинг для новичков начинается не с воды. Сначала теория. Объясняют, как тело вообще работает без воздуха и почему здесь важнее спокойствие, а не сила. Потом дыхание, расслабление и немного йоги, чтобы тело не зажималось и все проходило спокойно. Обычно приходят люди, которые хотят быть более свободными под водой. Часто приходят люди, которые имеют какой-то негативный опыт взаимодействия с водой. Кто тонул в детстве, кто не умеет плавать. Дальше начинается вода. Никаких резких движений. Погружения идут плавно и постепенно. Шаг за шагом. Все под контролем инструктора. Здесь никто никуда не спешит. Фридайвинг для новичков не про цифры и глубину, а про спокойствие и доверие к себе и воде. Для меня интересен в первую очередь не спортивный фридайвинг, а фридайвинг как способ изучения себя, расширения своих возможностей, своих границ. Да, и для меня, для моего мозга и тела это что-то невероятное, потому что я ни разу так не делала. И оказывается, на самом деле так могут все, просто важно знать теорию и сразу практиковаться. Фридайвинг! Как призналась Мария, фридайвинг для нее всего лишь инструмент, способ передать красоту, грацию и свободу человеческого тела под водой. Когда я это увидел, я попросил ее сняться в моем фильме. И сейчас, возможно, вы увидите то, чего раньше не видели никогда. I wasn't the culprit in the mist when you caught me. I was setting fires when you saw me. I wasn't the culprit when you came back to haunt me.
Честно, я еще отсюда даже не уехал. Но внутри ощущение, что я уже скучаю по Амеду. Это говорит лишь о том, что мне здесь очень хорошо, и я с удовольствием сюда вернусь. Если весь Бали я уже знаю, то Амед — это новый Бали, который у меня в сердце. И вот это вот амедская жизнь. Просто садитесь в 7 утра, встречаетесь и потом едете просто все вместе под воду. Я просыпаюсь, я иду в море. Это просто как зубы почистить, да, грубо говоря. В целом я могу жить без фридайвинга, но я очень сильно скучаю. Здесь для меня это просто дом. Когда я сюда прихожу, я как будто, вы знаете, к родителям попадаю. То есть какое-то вот свое пространство, где меня знают, любят. И вот это классно. Это как зайти к бабушке в гости. И раз уж мы в гостях, то присаживайтесь. Сейчас покажу, кто здесь живет и как устроен этот дом. Первыми, с кем мы знакомимся, это морские черепахи. В среднем они живут 60-80 лет. В Амеде встреча с ними не редкость, а часть повседневной жизни. Здесь не нужно трогать океан, чтобы он показал самое красивое. Иногда достаточно просто не мешать. Любой контакт для черепах – это стресс, и они просто перестают возвращаться. Ты знаешь этих черепах, и ты как будто бы чувствуешь, что они тебя тоже знают. Потом туристы какие-то ныряют к ней, она их боится. А ты с ней рядом плывешь, и она никогда от тебя не убегает. То есть она просто в расслабленном таком же состоянии. Я замечала это много раз. Идем дальше и давайте посмотрим, кто же живет на дне океана. Начнем с губки Боба, а точнее бочковая губка. Она фильтрует воду и растет на 1-2 см в год. И один неосторожный контакт может повредить то, что росло веками. Далее идут садовые угри. Они живут прямо в песке и исчезают, стоит лишь подплыть ближе. А здесь попробуйте увидеть ската. Большую часть времени он буквально исчезает в песке. И ты понимаешь, что океан полон жизни, даже когда кажется пустым. Еще добавлю рыбу-трубу, рыбу-ежа, которая не стесняется людей, но в случае опасности она превращается в надутый шарик. И перейдем к нашему любимому занятию. Это пузыри от дайверов. Посмотрите, как это красиво. Зафиналить Амед я хочу моей самой любимой подводной локации Бали. Мы приехали в Туламбен рано утром, и по мне это самое красивое место для фридайвинга, потому что здесь есть затонувший корабль. USS Liberty – американский транспортный корабль времен Первой мировой войны. Построен в 1918 году. Во время Второй мировой войны в 1942 году он шел с грузом металла, когда его торпедировала японская подводная лодка недалеко от острова Ломбок. Поврежденный корабль дотащили до берега Бали. В 1963 году произошло мощное извержение вулкана Агунг. Землетрясение и толчки сдвинули корпус с берега в море, где он сейчас и лежит на глубине от 3 до 30 метров. В 2025 году под водой была установлена памятная табличка. Напоминание о том, что это не просто риф, а часть реальной истории, которая не закончилась.
Она просто ушла под воду, и сегодня это один из самых доступных затонувших кораблей в мире, куда мы с удовольствием пришли вместе с Настей понырять. Давайте опустимся вниз, и среди металла, покрытого кораллами, перед нами открывается кормовая часть корабля. Здесь есть узкие проходы, где можно буквально проплыть сквозь металл, и согласитесь, выглядит это впечатляюще. Чуть дальше средняя часть корабля, мое любимое место. Здесь уже можно заплыть внутрь. Темно, тесно, и до первого погружения это настоящий вызов. Не каждый новичок решается. Зарина, например, пока так и не смогла нырнуть вовнутрь. Глубина здесь от 8 до 18 метров, но ощущается это совсем иначе. Когда оказываешься внутри, весь мир замирает. Ты забываешь, что ты глубоко под водой, и самое сильное – это остановиться и довериться этому миру. Зайти в отсек и просто зависнуть в воде. На глубине 15 метров все вокруг становится тише. Пульс замедляется, а мысли уходят. И ты остаешься один. Ты здесь и сейчас. Ты слышишь свое сердце, и оно говорит, что ради таких моментов стоит пробовать новое, идти в страх и путешествовать. Именно за этим я и возвращаюсь во фридайвинг, напоминая себе, что такое жизнь. Я думаю, вы уже поняли, потому как я снял омет и сколько я про него рассказал, то, что это сейчас для меня любимая моя часть Бали. И я хотел бы ее открыть для вас, потому что здесь есть вообще все, что необходимо в текущей обстановке на Бали. Это отсутствие трафика, это потрясающие виды, это спокойная вода, в которой можно плавать, это подводный мир, который здесь просто космический на любой вкус, будь то фридайвинг, будь то дайвинг, будь то просто снорклинг на поверхности, здесь это невероятно. Ну, как минимум, на неделечку сюда нужно заехать. А как максимум, можно и пожить здесь. И в знак прощания с этим прекрасным местом Бали решил подарить нам с вами один из лучших закатов в моей жизни. Ребята, это что такое вообще? Что это? Что за красота? Вау, это просто восхитительно. Обожаю закаты на Бали. Вы часто пишете, что вам хочется, чтобы мои фильмы не заканчивались. И по идее на этом красивом месте пора бы и зафиналить фильм. Но в процессе монтажа я решил, что можно вам подарить еще и вишенку на торте. Чтобы эта вишенка реализовалась, мы переместимся на остров Нуса-Пенида, чтобы попробовать нырнуть на одном вдохе на 30 метров глубины, что равно 10-этажному дому. Получится это или нет, вы узнаете прямо сейчас. Для поездки на соседний остров необходимо попасть в порт Санур и сесть на скоростной катер. Всего 30 минут, и вы уже в совершенно других пейзажах. Таких, после которых вы, скорее всего, напишите мне в комментариях. Сними, Ильдар, продолжение про Бали. Но сейчас не об этом. Когда-то фридайвинг для меня был просто мечтой, и я не понимал, как это вообще возможно. Но в 2020 году я прошел обучение 2,5 дня и открыл этот безумно красивый мир для себя. Это было здесь, на Нуса-Пениде, в международной школе фридайв Нуса под руководством Кирилла Попова. Я инструктор-тренер по фридайвингу и создатель школы фридайв Нуса. Сам я фридайвингом занимаюсь с 2011 года и преподаю с 2013. Всего за все эти годы через школу прошло уже больше 6 тысяч учеников. А вот и семья Кирилла. И да, они тоже фридайверы.
Школа Кирилла проводит обучение по международной системе Молчанов, которая состоит из 4 этапов, или как тут называют, 4 волн. В 2020 году я прошел первую, и на ней научился нырять до 20 метров. Сейчас же для 30 метров мне нужно пройти уже вторую волну, а Зарина записалась на первую, чтобы Погрузиться на 20 метров. Я еще так не делал. Для тех, кто хочет знать цену, первая и вторая волна стоят $300-400 и занимают 3 и 4 дня соответственно. По мне, очень доступно и открывает вам подводный мир по всему миру. Давайте начнем. Первое – это теория, которая закончится экзаменом и сертификатом. Второе – это занятия в бассейне по задержке дыхания. На самом деле задержка дыхания — это самое простое, что есть во фридайвинге. И я убежден, что любой человек на 2-3 минуты дыхание задерживать умеет. Надо ему просто объяснить, как это делать правильно. 2 минуты. Один, дыши. 4 ровно. Вау! Это рекорд, ребят. Класс. Дальше работа на тросе, подготовка к глубине, движение ластами, разворот, спасение. На третьем этапе мы идем в открытую воду. Сооружаются специальные буи прямо на воде, где поочередно фридайверы начинают погружение. Сначала идет разогрев. В моем случае это зависание на 15 метрах. И у вас, скорее всего, возник вопрос, как мы ныряем, чтобы не болели уши. Когда вы нырнули на 10 метров, там давление уже в 2 раза выше, чем здесь сейчас на поверхности. Единственная проблема, которая возникает, она возникает именно с воздушными полостями, а это наши легкие, маска, среднее ухо. Компенсация этого называется как раз-таки продувкой или выравниванием давления. И если посмотрите на нос, то через его зажатие и происходит продувка. И так каждый метр глубины. Это и создает погружение без боли. Дальше легкие. На 20 метрах их объем становится в 3 раза меньше, а на 30 в 4 раза. И самое интересное, тело к этому адаптируется. Замедляется пульс с нормальных 60-70 до 25 ударов в минуту. Это увеличивает время задержки в отличие от поверхности и дает тотальное расслабление, словно ты под глубокой медитацией. Там частый вопрос или частое такое желание может возникать у фридайверов: о, давай-ка я поднырну туда к дайверам и подышу у них из акваланга. Можно просто провести пример, можно занырнуть на 10 метров, надуть в бутылку воздуха и потом, закрутив ее обратно, всплыть обратно. В этой бутылке будет 2 атмосферы. И если открыть пробку, то ее выстреливает вверх метров на 10. То есть как раз это очень хорошая демонстрация того, что может произойти с вашими легкими, если вы решите повторить этот опыт. Перед тем, как идти на рекорд 30 метров, мне нужно было пройти одно из ключевых заданий – погружение без ласт, брасом, с нормативом 15 метров. Сначала мы отработали технику в бассейне, а потом перенесли все это на глубину. И это оказалось не так просто. Координация рук, ног и продувки сильно расходует кислород, и его начинает не хватать гораздо быстрее, чем ты ожидаешь. И если у тебя закончится воздух, то напарник всегда рядом. И тренировки спасения здесь так же важны, как и сами погружения. Фридайвинг – это история не только про глубину. Это про пойти в свой страх, про расслабление ума и тела. И парадокс в том, что если вы гонитесь за целью, за глубиной, то ум просто не даст расслабления. Но стоит пойти в процесс, стоит фокус сместить на ощущения в теле, как цифры сами по себе достигаются. Заметили аналогию с жизнью? Когда вы гонитесь куда-то, оно все дальше. Но стоит переключить внимание не с результата, а на процесс, как все постепенно достигается. Фридайвинг этому очень хороший учитель. А теперь моя задача сделать то, ради чего я сюда пришел. 10 этажей воды, 30 метров глубины и всего 1 вдох.
Мой фильм про Бали закончен, а вот Индонезия только начинается. И Бали — это лишь капля в этой большой стране. И раз мы уже набрали с вами 1 миллион просмотров на первом фильме про Бали, значит я, как и обещал, буду снимать и дальше фильмы про Индонезию. Ведь эта страна — это не только Бали. Поэтому напишите, как вам фильм, какие моменты понравились, что не понравилось. Я все читаю, для меня это очень ценно. И, конечно же, каждый комментарий помогает моему продвижению. Также все ссылки на героев, фридайвинг обучение, гайд с локациями, мои соцсети, все под видео. Давайте дружить не только на ютубе. И, конечно, чтобы не пропустить новые фильмы, вам следует подписаться, ведь в следующем фильме я поеду на другой континент, чтобы показать вам. Ну, впрочем, вы и сами сейчас все увидите. В следующем фильме я отправлюсь в страну, где рождаются фильмы, которые знают во всем мире. Мы возьмем машины и выезжаем на легендарную дорогу 66, которую ты точно видел в фильмах. Пейзажи начинают меняться. Впереди Аризона и Юта. Земля, которая выглядит как другая планета. Мы увидим каньоны, масштаб которых не помещаются в кадр. И поднимемся над Гранд-каньоном, одним из самых впечатляющих мест на Земле. Пробежимся там, где бежал Форест Гамп. А дальше Лас-Вегас, Сан-Франциско, гигантские скалы и самые большие деревья на планете. Поищем историю коренных народов Америки, которые жили здесь задолго до наших дней. И это лишь малая часть того, что будет в большом американском выпуске. До встречи в следующем фильме.